Здорово, народ! Сегодня в этом видео я хочу сделать обзор на бюджетные баскетбольные кроссовки Nike Renew. А также в этом видео хочу поделиться с вами информацией о том, в каких кроссовках я регулярно играю и тренируюсь и почему. Поехали! В первую очередь хочу начать с того, что в данных кроссовках используется пена Renew, точно такая же, как и в кроссовках KD Trace 7, на которые я ранее делал обзор. Обе эти модели мне прислал на обзор интернет-магазин Наш Спорт, за что им отдельное спасибо. В данный момент на сайте очень большой выбор баскетбольных и волейбольных кроссовок. Настоятельно рекомендую обратить внимание на новые волейбольные кроссовки от Nike Hyperset, которые являются реинкарнацией гиперданков 2017 года. А также хочу обратить ваше внимание, что в данный момент вы можете приобрести там и Mizuno Momentum. Единственный нюанс, что они есть только в низкой версии, зато есть весь размерный ряд. Кому будет интересно, можете посмотреть. В описании под этим видео я оставлю ссылки абсолютно на все кроссовки, о которых будет идти речь в данном видео. Итак, возвращаемся к ренюшкам. Первое, с чего хотелось бы начать, это амортизация. Она здесь выполнена по технологии Renew. И при моем текущем весе в 73 килограмма и прыжке за 100 сантиметров хочу сказать, что данной амортизации, к сожалению, мне не хватило. Но однозначно хочу сказать, что данная технология подойдет тяжелым ребятам с невысоким прыжком. Я более чем уверен, что данная модель реньюшек способна гасить большие ударные нагрузки, приходящие в область пятки. Если вы занимаетесь на любительском уровне, ваш вес более 80 кг, и вы часто совершаете ударные нагрузки в область пятки в силу того, что часто приземляетесь неправильно, либо очень много прыгаете, в текущем ценовом сегменте в районе 5-6 тысяч на данный момент вы в принципе не сможете найти кроссовки с более хорошей амортизацией от компании Nike. Также хочу обратить ваше внимание, что в интернет-магазине Наш Спорт существует 3 политики цен на все товары. Более подробную информацию о том, как вы можете получить скидку на эти или любые другие баскетбольные и волейбольные кроссовки, я оставлю в описании под этим видео. К сожалению, занимавшись несколько часов в данных кроссовках, я так и не смог привыкнуть к той жесткости амортизации, которую имеют данные кроссовки. То есть при небольшом весе и высоком прыжке данные кроссовки могут показаться вам некомфортными. Но при этом я могу посоветовать данные кроссовки начинающим волейболистам или баскетболистам, так как их уровень спортивной подготовки на порядок отличается от моей. Во время теста меня не покидало чувство, что данные кроссовки создают небольшое качение, то есть даже при постановке на стол они все-таки качаются. И примерно то же самое ощущалось в момент тренировки. Само собой, под весом собственным они выпрямляются, но устойчивость от этого у них не увеличивается, так как внешний ауттриггер не сильно выступает. И в принципе данные кроссовки при больших торсионных нагрузках, то есть когда вы будете резко останавливаться боком, не сильно-то будут способствовать тому, чтобы ваша нога не заломилась. Но при этом, если вы прошнуруетесь до последней петельки очень плотно, то в любом случае кроссовок не даст вашей ноге свернуться. Также с внешней и внутренней стороны кроссовка есть резиновые вставки, которые защищают вашу ногу также от сворачивания. И это все выполнено в виде цельного блока самой подошвы. В пятке мы с вами можем увидеть выступающую пену Renew, точно так же, как в KD Trace 7. И как мне кажется, данное решение способствует большему смягчению ударных нагрузок, приходящихся именно на пяточную область. Само собой, если говорить о технике прыжка, то в принципе удара в пятку у вас не должно быть, но в любом случае бывают разные ситуации. Неудачно прыгнул, неудачно приземлился, и можно получить довольно-таки неприятный удар в пятку, особенно если заниматься в каких-то низких кроссовках. Здесь в данном же случае данная технология позволяет вам хотя бы как минимум к минимуму свести лишние ударные нагрузки. Еще в ходе тестирования данных кроссовок я выявил для себя такую интересную закономерность, что мне все-таки нравятся максимально низкие кроссовки. То есть чем ниже у них пяточная область, тем комфортнее мне в них прыгать. Само собой, роль здесь играет множество факторов. То, насколько свободно гнутся эти кроссовки, насколько плотно они сидят на ноге и так далее. Но в случае с ренюшками мне было интересно узнать, на какой высоте находится пяточная область относительно пола. Специально для этого я сделал два одинаковых бруска, и установив один в кроссовок, а другой на стол, мы с вами можем наглядно наблюдать разницу в высоте пяточной области от пола. Такими простыми манипуляциями я сразу же решил проверить все основные кроссовки, которые я тестировал или тестирую в данный момент. И результаты вы можете увидеть сейчас на своих экранах. Как вы можете заметить, высота пятки в Renew сопоставима с альфа-данками, но при этом эти кроссовки выглядят намного массивнее. Конечно, их нельзя между собой сравнивать. Здесь у нас Zoom, здесь у нас Renew. Это бюджетная технология, это все-таки считается топовая. Но при всем при этом эти кроссовки маленькие. И при такой большой высоте создается все время впечатление, что ты занимаешься на какой-то платформе. Здесь же сами по себе кроссовки очень массивные и довольно-таки устойчивые. И поэтому вот все время, как раз таки, пока я не начал записывать данный обзор, я не мог понять, почему во время тестов я испытывал какое-то
недопонимание, то есть что-то было не так. И как раз-таки, когда я пришел домой и замерил, что они действительно сопоставимы по высоте с альфа-данками, но при этом они не такие жесткие, не такие устойчивые. Вот именно этот момент меня, наверное, и тревожил в момент тренировки. KD Trace 7 оказались на 4 мм ниже, и данный момент не сильно в них ощущался. Здесь же все-таки вот эти вот 4 мм сыграли свою роль. Еще также, само собой, отличается внешняя составляющая данных кроссовок, поэтому это чувствовалось для меня существенно. Не нужно воспринимать всерьез данные замеры, так как под вашим весом каждая из этих технологий может существенно прогнуться, а какая-то может не изменить свою высоту совсем. Просто во время тренировки я испытывал новые чувства и не мог понять, с чем это связано, и в ходе данных замеров я смог провести какую-то определенную параллель, учитывая, что здесь кроссовки не имеют очень большой упругости, данная высота оказалась для меня не совсем приятной. Или даже правильнее будет сказать, не совсем комфортной. Как итог, по амортизации она определенно заслуживает внимания, и если вы в данном ценовом сегменте искали себе кроссовки, то смело можете их рассматривать. Если ваш уровень выше среднего и ваш прыжок порядка 80 см, то скорее всего данные кроссовки лучше не рассматривать. Опять же, все познается в сравнении. Вполне возможно, если эти кроссовки для вас будут первыми в данном ценовом сегменте, то есть до этого вы занимались в кедах и после этого вы перейдете в реньюшки, они могут показаться вам просто чем-то сверхнереальным. Но в данном случае у меня была возможность их сравнить с кроссовками за 20 тысяч, и за 15, и с другими. И хочу сказать, что все-таки высоко прыгать в данных кроссовках не так комфортно, как даже в кроссовках за 8-9 тысяч от компании Nike. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это комфорт и плотность посадки в данных кроссовках. В кейдишках мне сильно не понравился язычок, так как соединительный шов между верхним плотным материалом и сеточкой языка очень сильно давил на ногу. То есть во время теста в кейдишке я зашнуровывал наполовину, для того, чтобы мне не передавливал ногу. Здесь же они решили уже данную проблему, во-первых, немного спустили данный шов, и во-вторых, сделали его намного тоньше. Кроссовки рассчитаны на узкую стопу, и в размере 8,5 US в плотных волейбольных носках я прям с трудом засовываю туда ногу, и она сидит очень плотно. То есть вопросов с плотностью посадки в данных кроссовках у меня просто не возникло. Вполне возможно, если у вас широкая стопа, то в данных кроссовках вам будет не очень комфортно играть, так как вот этот вот значок Nike здесь будет давить вам на ногу сбоку. Еще новым открытием для меня было то, что мне некомфортно играть в кроссовках, в которых язычок располовинен. То есть часть сделана из сетки, часть сделана из меша, из синтетики с каким-то наполнителем или набивкой. То есть абсолютно все кроссовки, в которых я занимался ранее или занимаюсь в данный момент, имеют плотный язычок с набивкой. Единственным исключением являются Metarise. Но эти кроссовки тяжело сравнивать с какими-либо другими, так как здесь технология мононоска, и они в принципе сидят как носок на ноге. Обращаю ваше внимание, что это не недостаток данных кроссовок, это лично моя придирка. И вполне возможно, если вы ранее точно так же тренировались в кроссовках с плотным набитым язычком и просто даже не отдавали себе отчет в том, что и бывают другие варианты, то при переходе на данные кроссовки, может быть, вам будет не так комфортно, как раньше. Но в целом привыкание есть, и в плотных волейбольных или баскетбольных носках вы этого даже и не заметите. Теперь по поводу тракции. Мне удалось в них побегать и в хорошем, в резиновом зале. В принципе, в том зале цепляет абсолютно все из того, что я в данный момент тестировал. И на паркете пыльном, и на чистом. Так вот, на чистом паркете кроссовки ведут себя отлично. То есть не могу сказать, что великолепно. Отлично они себя ведут. Нет никаких проскальзываний. Но со временем, когда набирается пыль, само собой их необходимо будет протирать. Но вот на пыльном покрытии немного все-таки в них скользковато. Опять же, здесь хочу немножечко порассуждать. Я очень часто смотрю обзоры Димона с канала Кроссовки.нет, и в его случае, скорее всего, тракция будет очень хорошая. То есть после меня эти кроссовочки переедут к нему, он их также протестирует. В баскетболе есть такой интересный момент, что в случае, когда вы останавливаетесь резко, у вас нет необходимости, особенно на любительском уровне, чтобы кроссовок остановился намертво. То есть там есть определенная доля схождения стопы в бок. И это считается комфортным. То есть я очень часто смотрел в обзорах, у него нога проскальзывает в момент торможения на 5-7 сантиметров, и он говорит, хорошая тракция. В волейболе же кроссовок должен втыкаться. То есть если ты ногу поставил, твоя нога не должна двигаться с места. И вот этот момент я до конца не понимал именно в том плане, пока не посмотришь, наверное, на профессиональный уровень. То есть в баскетболе действительно, во-первых, стопа может уйти под очень резким углом. В волейболе таких остановок и в принципе нет необходимости такой плотной торсионной ригидности, как в волейболе. То есть в волейболе нет таких резких торможений боковых.
Поэтому для нас очень важно сцепление в моменте. То есть вот ты поставил ногу, и она должна воткнуться в пол, после чего ты совершаешь уже, прыжок, перекат, неважно, любое дальнейшее движение. В баскетболе же допускается тракция и проскальзывание в несколько сантиметров. Так вот, именно в волейболе данные кроссовки проявляют себя не с лучшей стороны. Но именно в баскетболе, как мне кажется, кроссовки покажут себя просто идеально. Я немного сложно сейчас попытался объяснить такой простой момент, но надеюсь, вы меня поймете. Также хочу отметить, что данные кроссовки не подойдут для тренировок на асфальте, но в принципе, учитывая их стоимость, и даже если вы захотите тренироваться на асфальте, то вполне возможно сезона 2 вы в них сможете отбегать. На резине в них на улице можно заниматься без проблем. Опять же, вопрос интенсивности и регулярности ваших занятий. Теперь по поводу стакана в этих кроссовках. Здесь он очень мягкий, вы без проблем можете полностью его заломить внутрь, но в любом случае набивочного материала здесь столько, что он ведет себя очень плотно. Как мне кажется, благодаря этому вы не испытываете никакого сковывающего момента, но при этом кроссовки отлично фиксируют ваш голеностоп. По остальным моментам я не сильно хочу углубляться, так как это лучше сделает Димон с канала Кроссовки.нет. Большую часть кроссовок, на которые я уже делал обзоры, Димон также сделал на своем канале. Но учитывайте момент, что он тестирует баскетбольные кроссовки. Если я рассказываю о каких-то волейбольных кроссовках, скорее всего он на них обзор делать не будет. Единственным исключением были Mizuno Momentum, которые он раскритиковал в пух и прах. Итак, как итог по реньюшкам. В данном ценовом сегменте от компании Nike их определенно стоит рассматривать. Эти кроссовки с хорошей амортизацией, но не с излишней. По тракции, по всем моментам учитывайте все то, что я ранее сказал. То есть здесь определенно узкая стопа. Их не надо использовать на асфальте, но в целом вы можете это делать, если вы можете себе позволить регулярно кроссовки обновлять. На пыльном паркете они все-таки немного проскальзывают, и нужно учитывать этот момент, что вам регулярно придется протирать их рукой. Но, в принципе, как мне кажется, большая часть игроков, которые играют в России в пыльных залах, к этому очень даже хорошо привыкли. И для них это не является каким-то недостатком, скорее обыденностью. Ссылку на эти и другие кроссовки вы найдете в описании под этим видео. А теперь немножечко хотелось рассказать о том, как я выбираю кроссовки, в каких я играю и почему. На данный момент моими основными кроссовками являются Mizuno Momentum. И, честно говоря, у меня их 3 пары. Белый, оранжевый и синий. Все выполнены в высокой версии, но по факту это мидкаты. То есть за всю жизнь это единственная модель кроссовок, которая у меня есть не в единственном экземпляре. То есть настолько сильно они мне понравились. И моя любовь к ним пошла с того, что эти кроссовки выполнены в виде мононоска. То есть здесь нет язычка, и когда вы вставляете ногу, они плотно сидят на вашей ноге. Вот именно данная технология мне очень сильно полюбилась. И далее, все новые кроссовки, которые я встречаю с данной технологией, я встречаю намного теплее, чем кроссовки, в которых язычок отдельно. Скорее всего, если вы никогда не тестировали данные кроссовки или не пользовались данной технологией, то тут, наверное, в принципе невозможно это сравнивать. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Благодаря данной технологии кроссовки очень мягкие, то есть это надо учитывать, что их можно полностью убрать, и я даже не сказать, что особо-то давлю. То есть они не так безопасны, как, например, любые другие кроссовки, те же, например, Альфачи. Это вот прям сильно отличающиеся кроссовки друг от друга. Это очень мягкие кроссовки, которые можно сложить полностью. Здесь же у нас кроссовки, которые невозможно согнуть даже 2 руками. И при этом эти кроссовки тоже являются моими основными. Когда необходимо очень много прыгать, у меня побаливают колени, то есть, например, в неделю у меня выдается 3 тренировки, то на 3-ю, скорее всего, я надеваю эти кроссовки, так как они просто безупречно гасят ударные нагрузки. Также сейчас в моем арсенале появилась 3-я модель, это Zero SE-шки. Эти кроссовки отлично подходят для тренировок, то есть здесь сейчас вот градация игры. Именно игры, где мне приходится играть, мне нужна максимальная свобода, скорость, я использую Momentum. Это самые легкие, самые подвижные кроссовки. Они абсолютно никакого дискомфорта не создают, но не могу сказать, что они идеально гасят ударные нагрузки. То есть все-таки через 1,5 часа от игр колени действительно устают. В таком случае, если мы играем 2-часовую, я надеваю SE-шки. После 2 часов ноги себя чувствуют намного лучше. Если же у нас какие-то мероприятия, соревнования, то, скорее всего, я беру с собой 2 пары, начинаю играть в альфачах, отзанимаюсь, допустим, 1-2 тренировки, я отыграю в них, после этого я перехожу в моментумы. Так как ноги уже уставшие под большим весом тех кроссовок, там разница, по-моему, более 100 грамм, в моментумах я уже докатываю оставшееся, что есть, то есть необходимо будет выкладываться на максимум, и я играю в них.
То есть вот эти все моменты необходимо всегда вам понимать, где вы играете, на каком уровне, для чего вам кроссовки нужны. То есть если у вас болят колени, всегда акцентируйте на том, что вам необходимо как минимум, возможно, исправить технику своего прыжка. И в ходе того, что вы это делаете, может стоит найти кроссовки, которые будут дополнительно гасить ударные нагрузки. То есть очень часто люди, неправильно приземляясь, косятся на кроссовки и покупают другие кроссовки, но при этом не меняют свою технику прыжка, приземляются на пятки, и все-таки у них колени страдают. Почему я здесь затронул эту тему? Меня очень часто просят сделать обзор на бюджетные кроссовки. Именно вот этим видео я хотел сказать о том, что в некоторых случаях не стоит экономить, чтобы потом не потратить в 2 раза больше на свое здоровье. Но в первую очередь, конечно же, здесь сейчас речь идет не о любителях, а о людях, которые занимаются регулярно, 2-3 раза в неделю, выступают на соревнованиях или играют в какой-то команде. То есть в таком случае, ребята, лучше всегда потратиться на более серьезные кроссовки, то есть уже смотреть в ценовом сегменте в районе 10-12 тысяч, если нет возможности брать прошлогодние кроссовки по акциям, искать их и покупать, чем покупать бюджетные новые кроссовки, в которых вы вполне возможно себе, может быть даже, ну не то чтобы угробите здоровье, но вам будет в них некомфортно, и вы будете недовольны своей покупкой, потратите лишний раз деньги, как говорится, скупой платит дважды. Конечно, я понимаю, что данная тема достойна отдельного выпуска, и на моем втором канале в скором времени, когда я все-таки возобновлю на нем снимать, я буду рассказывать об этом более детально. Ну и как всегда по традиции, надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если это действительно так, то не забывай поставить лайк этому видео, задавайте вопросы в комментариях. Меня зовут Егор Пупынин, всем удачи, пока.